Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Самое вкусное тесто для любой ягодной начинки и не только приготовим с вами сейчас. На примере пирожков с вишней покажу, как получить удачную выпечку. Начинка не вытекает, тесто не мокрое, ягоды сохраняют свой свежий вкус. Кстати, так можно готовить даже зимой из замороженных ягод и вообще круглый год. Ну а тесто какое нежное, вопреки всему даже холодное, оно потрясающее. Давайте скорее начнем, скоро вы и сами все увидите. 150 мл молока нужно подогреть до теплого, не обжигающего состояния. Размешать в нем любые, будь то свежие или сухие дрожжи. Беру 7 граммов быстродействующих, свежих будет достаточно 15 грамм. Размешали, пусть пока постоят. Тесто идеальное, творожное. Понадобится 200 граммов мягкого творога. Сухой или слишком зернистый не подойдет. Крупинки должны быть мягкие. Тогда и тесто будет вкусное. Добавим к творогу 5 граммов соли, 2 яичных желтка. Добавляем еще сахар 70 грамм. Пирожки с вишней, поэтому хочется, чтобы сладости точно хватило. Можно добавлять 100 граммов мягкого сливочного масла. Ни в коем случае его не нужно перегревать до жидкого состояния. Оно вот таким должно стать самостоятельно при комнатной температуре. Это желательно. Снова перемешаем. Как раз к этому времени крупинки дрожжей почти все растаяли. Тщательно размешаем. Выливаем молоко с дрожжами в творожную основу. Высыпаем примерно сразу 2/3 части от всей муки по рецепту. Тесто загустеет. Остальную муку подмешиваем порционно руками. Муки нужно ровно столько, чтобы тесто не растекалось в стороны, то есть сохраняло форму. Если вам некуда девать белки и вы хотите добавить его в тесто, то лучше его взбить до пены, до белой легкой пены, чтобы яичный белок потерял свою структуру и никак не отразился на мягкости остывшего теста. Ведь всем известно, что белок делает тесто жестким, как бы более резиновым именно в холодном виде. А взбив белок, мы смягчим это действие. Мне понадобилось ровно 450 граммов муки. Тесто сохраняет мягкость, при этом не липкое и держит форму идеально. Кладем его в миску, смазывать ничем не нужно, накрываем, ставим в теплое место для подъема. Занимает это примерно 1 час, если свежие дрожжи, то примерно 1,5 часа. Давайте приступим к начинке. Сахар, а точнее его количество, зависит от кислоты вишни или другой ягоды, которую вы собираетесь использовать. Сразу его смешиваем с крахмалом. Крахмала беру 25 грамм. Лучше в этом случае использовать кукурузный крахмал. У него менее выраженный вкус, чем у картофельного. 500 граммов вишни без косточек высыпаем на толстостенную сковороду. Это может быть и кастрюля с толстым дном, но лучше использовать большого диаметра посуду, чтобы процесс приготовления был намного удобнее и быстрее испарялась лишняя влага. Добавляем к вишне сахар с крахмалом и начнем мешать до первого загустения. Вишня у меня лесная, она не такая сочная, как садовая. А замороженный так и вообще может пустить сок еще больше. Поэтому, чтобы крахмал на этом этапе не взялся комком, его следует сначала смешивать с тем самым соком, который выделился из ягод. И далее все по порядку. Вишня и на сковороде уже пустит сок при нагревании. А когда прогреется, то и крахмал станет прозрачным. Все моментально загустеет, мешайте чаще. Этот процесс быстрый, нагрев небольшой. И все, взгляните. Такая начинка точно не вытечет. При этом она еще загустеет после остывания.
Таким образом, вишня максимально вкусная, не водянистая, и это не варенье. Есть свежий вкус. Оставляем начинку остыть до еле теплого состояния. Вот и тесто спешит выпрыгнуть из миски. Оно очень приятное, не липкое за счет содержания масла в составе. Тесто с маслом впитывает минимум масла при жарке. И не верьте, кто говорит обратное. Причем никакой жирности и текущего масла при откусывании нет. Так обычно говорят те, кто ни разу не пробовал такое тесто приготовить. А мы тем временем обмяли тесто и разделили его на 12 частей. По 80 граммов каждый кусочек, плюс-минус. Все кусочки обязательно нужно округлить, так удобнее раскатывать. И обязательно накрыть на 10 минут, чтобы тесто не стягивалось при раскатке. Как вы уже заметили, при разделке и при раскатке теста мы не используем муку, она здесь совершенно не нужна. Можно лепить пирожки. Раскатываем достаточно тонко, но не чтобы тесто просвечивалось. Делим круг теста пополам. Из одного кусочка у нас получится 2 пирожка. Свернем половину в кулек. Шов этот боковой должен быть внахлёст, чтобы при увеличении теста он не раскрылся. Слепим его максимально тщательно, несколько раз проходясь. Это важно, так как тесто, содержащее в своем составе масло, может спокойно расклеиться по шву. В кулечек чайная ложка еле теплой начинки, хотя она еще не совсем остыла. Взгляните, какая у нее консистенция. Остается соединить последний шов, стараемся тщательно это сделать. Пирожок готов, но он пока отправляется не сразу на сковороду, а на стол, пусть еще немного полежит. Слепим пока все пирожки. И никогда не закладывайте внутрь слишком много начинки, все должно быть в меру. К этому времени первые пирожки уже заметно увеличились, если сравнивать с последним. С первых и начнем. Кстати, такое тесто можно, конечно же, запечь в духовке. Печеные пирожки будут не менее пышные и вкусные. Взглянем еще раз на швы перед жаркой. Если они где-то разошлись, пройдитесь по ним заново. Это все еще можно поправить до того, как пирожок опущен в масло. Опустили пирожки в разогретое масло и сразу перевернули. Нагрев небольшой. Если масло сильно разогреть или нагрев поставить больше, то пирожки могут быть сырые внутри, а сверху за счет количества сахара в тесте заметно подгорят. И не игнорируйте толщину теста. Оно и тонкое хорошо увеличится при жарке, будет пышное, но при этом отлично прожарится. Готовые пирожки выкладываем на бумажные салфетки, чтобы впитать остатки масла сверху. Они такие воздушные и легкие, очень мягкие. Румяные треугольники с вишней готовы. Давайте пробовать. Да, все пирожки у меня хрустят, по-другому никак не может быть, ведь мы их жарим в масле, и они сразу со сковороды. Корочка у них будет хрустящая. Ну а через пару часов такая корочка смягчится. При этом тесто останется очень мягким и вкусным, даже холодным. Взгляните на эту сочную начинку. Она не помешала тесту хорошо прожариться. Тесто мягонькое, воздушное. И при этом оно совершенно не напитано маслом. Да вы и сами все видите. Ставьте нравится, делитесь рецептом с друзьями. Жду ваши комментарии, это лучшая благодарность от вас. Пока!